Всем привет! Ирландцы потихоньку начали понимать, кто такие украинцы. И это сейчас не про халяву, социал, выплаты, бенефиты, бесплатное жилье и все остальные вот эти, да, вся вот эта новостная повестка, которую доброжелатели в кавычках распространяют повсюду. Нет, мы сейчас поговорим про то, что ирландцы видят и понимают, что сколько талантливых, сколько специалистов приехало из Украины в Ирландию, сколько людей открыли свои бизнесы и они стали успешными, сколько людей реализовали свои идеи, и они здесь сейчас зарабатывают, и они здесь работают, и сами ирландцы удивляются этому. Я к тому, что когда сейчас украинцы приходят устраиваться на работу, никто не смотрит на диплом, потому что раз они понимают, что у нас велика коррупция, и диплом не всегда соответствует навыкам, которые человек приобрел. По факту он мог просто купить диплом и выдавать себя, да, реальность, да, за свои реальные возможности, они не соответствовали тому диплому, который у человека есть. То есть по факту он выдавал, да, желаемое за действительное. Я к этому веду. Вот ссылочка на то, как подтвердить, да, свою квалификацию, то есть свой диплом. Это очень сложно, это первое. Второе, это очень долго. И теперь, когда ирландцы принимают на работу, даже без знания языка, вот поверьте, если вы просто специалист своего дела, вы по-настоящему талантливый человек, который был успешный в Украине в той или иной области, то поверьте, вам и английский нужен просто базовый, там hello, how are you, и просто базовый набор слов вам будет достаточно. А сейчас как они делают? Ты приходишь, говоришь, да, я, например, специализированный механик, показываешь свои какие-то корочки, документы, но на слово уже никто не верит. Тебя просто отправляют к автомобилю, говорят, реши вот эту вот, да, задачу. Неважно, даже по Google Translate просто вам сказали, как решить задачу. Но если вы профессионал своего дела, то вы за 5 минут разберетесь и сделаете, и решите, устраните эту проблему. И после того, когда эти механики увидели, что вы смогли за 5 минут решить ту проблему, которая у них там решают за 15, то есть потому что вы рукастый, вы быстрый, вы шустрый, вы понимаете, да, что и как делается, то, понятное дело, вас возьмут на работу без какого-либо знания языка, потому что это их не бизнес, это их репутация. И ирландцы потихоньку начали понимать то, что украинцы очень талантливые люди. И во многом они даже показывают такие вещи, например, в том же строительстве, да, был пример, когда человек пришел и просто поменял игру. Он пришел, сказал, у меня была раньше бригада, я раньше занимался строительством в Украине, то есть я делал очень много объектов, то есть у меня был, да, прибыльный бизнес, я был глава такой, да, строительной мини-компании, то есть, например, делал ремонты в квартирах, вот я умею все, от гипсокартона до стяжек и плитки, то есть все. Ему говорят, ну так давай, покажи нам, вот это вот сделай. Думали, просто человек, да, там пиарится, просто так вот пришел, на уши лапшу накинул. Но нет, он показал им такую методику, как правильно можно все укладывать быстрее, дешевле и лучше, что у них просто челюсти отпали, они такого не видели, такой скорости и таких даже методик, потому что, вы знаете, наш народ, он очень специфический, и у нас многие, знаете, дома даже, делая сами ремонт, этот человек просто обычный, мог создать какой-то лайфхак, какую-то, да, систему, что удивляло даже рабочих, в смысле строителей. То же самое и здесь. Наши строители всегда находят какие-то неоднозначные, какие-то неординарные вещи и методы. А они здесь работают, конечно, по методичке. Они не стараются даже пробовать что-то новое. А наши люди постоянно совершенствуют свой скилл, постоянно пробуют что-то новое. Это факт, понимаете? И я думаю, что через 2-3, 5 лет ирландцы не то, что поменяют свое, да, отношение в большей части. То есть вот этот ярлык, там, халявщики, там, сидят на социале. Это все растает, потому что большое количество людей приехало с учеными степенями, с дипломами. То есть и по-настоящему они специалисты своего дела. И они здесь, то
То есть в Ирландии они делают столько хорошего, они дают этой стране столько правильных вещей, идей и развивают бизнесы, что беря украинца на работу, человек знает, что он ответственный, он работяга, и следующий момент, он специалист своего дела. Если человек сказал, что он электрик, то поверьте, он настоящий, да, электрик. Сантехник то же самое. А здесь эти все профессии, они, их не слишком много, и хорошего специалиста взять к себе в фирму, это просто, ну, значит, ваша фирма будет развиваться, ваш бренд будет расти, а с этим и ваш доход. То есть я веду к тому, что многие ирландцы уже меняют свое отношение и понимают, что если ты берешь себе украинца на работу, главное не смотреть на его диплом. Все эти бумажки — это понты для бедных. Это понятно, что у нас многие купили. А лучше сразу человека отправляют в бой, чтобы он сразу показал, на что он способен. И в большинстве случаев наши люди, которые сюда приехали, они, конечно, знают свое дело, потому что, поверьте, тот человек, даже который в Украине был на среднем уровне, здесь он будет просто на высоте, на Эвересте, потому что наши люди, они рукастые, они могут все. У нас нет такого, да, там гипсокартончик, там либо только плитку ложит. Здесь так, здесь больше акцент делается, каждый делает свое дело. Но у нас каждый мужик, каждый строитель, вообще каждый человек — это универсальный солдат. Мы по максимуму пытаемся научиться всему. То есть мы такие, знаете, разнорабочие, мы все умеем. И умеем не в то, что это худшая, да, какая-то наша, да, наш аспект жизни. Наоборот, это позитив, это навыки, это куча навыков, которые мы на протяжении своей жизни, да, мы их впитываем, и здесь для них это табу, когда человек сам может, да, вот, например, там, пример, человек снял, украинская семья сняла дом, и в доме было там, скрипели двери, там что-то отошло, там что-то, досточка какая-то начала отпадать, то есть ламинатик криво, то есть и человек говорит, можно я, типа, ну, сделаю это все, постараюсь просто, ну, сделать своими руками. Лендлорд говорит, да, конечно, давай. Человек просто за одни сутки сделал, лендлорд просто пришел посмотреть и офигел. Все сделано было в лучшем виде, чем любые мастера, которые приходили к нему в дом. После этого он попросил, чтобы этот человек, все его дома, а этот человек, да, много сдает домов, сделал там у него везде ремонты. То есть нанял его и уволил тех, которые раньше на него работали. Вот вам примеры того, что наши рукастые люди, они показывают уже стандарты. Мне кажется, что украинцы в будущем Ирландию, наоборот, только дадут ей толчок к развитию, понимаете? Я к этому веду, что такие рукастые, такие люди с такими мозгами, они не валяются просто так на улице. Это не те все остальные беженцы, да, иммигранты, которые приезжают с третьих стран, в которых там, не знаю, живут в палатках, либо у них там свет только провели. Нет, ирландцы понимают, что мы развитые люди, мы образованные люди, мы приехали не с пальм каких-то слезли, не в каких-то шалашах мы живем, все у нас было, и ремонты, и деньги, и машины, и знаем мы, как и отдыхать, и как работать, то есть у них было раньше понимание, Украина это где-то там, непонятно какая-то забытая Богом страна. Ничего подобного, наш народ не то что жил шикарно, но наши люди были и есть отличными специалистами. И я думаю, что Ирландии наши специалисты очень много дадут очень хорошего результата. И это не предел того, что сейчас происходит. В будущем этот результат будет намного больше. Я рад, что украинцы потихоньку показывают не только свою, да, темную сторону, потому что в большинстве случаев распиаривают каких-то скандалистов, какие-то криминальные новости, да, какой-то негатив. А вот забывают про хорошее, про позитив, что куча людей открыла свои салоны красоты, свои пиццерии, свои рестораны, свои механики, да, то есть свои гаражи пооткрывали, то есть автомастерские, ремонт, в науке люди пришли, то есть много людей с дипломами, инженеры, очень, очень много
людей в медицине, но обратно же здесь очень сложно подтвердить свою квалификацию. Они просто ждут, а специалисты просто колоссальный у людей опыт, понимаете? Здесь, если примут всех тех, да, заявки и одобрят все дипломы, то поверьте, украинцы в медицине здесь, они очень многое сделают и помогут, и разгрузят все эти очередя, потому что наши люди, они специалисты с большой буквы в большинстве случаев, особенно те люди, которые, да, старой закалки, так тем более они учились по разным школам, в смысле, да, образовательным, и они накопили такой опыт, что он здесь будет бесценный. Так что всем украинцам спасибо тем, которые здесь реализовались и которые дальше показывают украинцев только с лучшей стороны. Я думаю, что наше будущее здесь будет очень светлое, да, и свет в конце туннеля уже потихоньку проявляется. Пишите в комментариях ваши истории, ваши моменты. Знаете вы людей рукастых, да, те, которые себя зарекомендовали с лучшей стороны, и ирландцы были, да, шокированы. То есть пишите в комментариях, будет интересно послушать. Пишите за тех, кто открыл свои бизнесы. То есть пишите про тех людей, которые восхваляют, да, которые Украину и украинцев показывают с лучшей стороны. Я думаю, их большее количество, чем тех, которые живут по каким-то волчьим, да, волчьим и непонятным понятиям, то есть где только себе и больше никому. Так что я думаю, это видео раскроет то, что и покажет, что украинцы все-таки в Ирландии делают полезные и хорошие дела, и в будущем ирландцы, мы оставим свой, да, след в истории в этой прекрасной изумрудной, на этом прекрасном изумрудном острове, и ирландцы будут нас знать и помнить только с лучшей стороны. Всегда держу в курсе.